Приветствую тебя, дружище, на канале Tetra Games. Это игра Simple Rockets 2. И сегодня мы с тобой с этой вот планетки, матушки Земли, будем лететь на Луну. Изначально я планировал, что это будет чисто орбитальная миссия, то есть выйти на орбиту Луны, но что-то я потом так подумал и решил, что почему бы и прям не прилуниться туда. Также в этом видео я немножечко расскажу, скажем так, маленький такой микрогайд будет по тому, как здесь выполнять отсроченные маневры. Очень будет похоже на Kerbal Space Program, но, на мой взгляд, здесь это сделано удобнее. Что ж, ключ на старт. Включаем RCS-ки, боковые двигатели, на всякий случай. Полная мощность, ну и полетели. Итак, как и предначертано в гайдах, при высоте 1000 метров мы должны будем наклонить ракету на 15 градусов, что я прямо сейчас и делаю. 75 градусов. Начинаем потихонечку выходить уже на траекторию. Теперь мы сбавляем обороты. Вообще нужно мощность сбавлять до 60, но поскольку ракета у меня достаточно тяжелая, я стараюсь катать на 80% мощности, именно вот на этой стадии. На высоте в 5000 мы должны также еще больше завалить ракету до 45 градусов. Мои RCS-ки, которые включены, для тех, кто вдруг по какой-то причине не знает, RCS-ки это боковые двигатели. Маневровые, точнее не боковые, маневровые. И вот здесь может быть чуть-чуть видно, как они иногда вот через вот эти маленькие сопла, видите, вырывается пар. Точнее не пар, наверное, ну в общем какое-то топливо. Таким образом ракета удерживается в правильном положении. На высоте в 15 тысяч я должен еще сильнее завалить ракету на бок, чтобы уже набирать горизонтальную скорость, чтобы выходить на орбиту Земли. Вот 15 тысяч, меняем, делаем до 29 я поставлю, не страшно. И мощность ставим опять на 100%, полную. Теперь давайте посмотрим на наш выход на орбиту, на нашу траекторию. Ну, как мы видим, разгон идет прекрасно. Теперь наша задача достигнуть максимальной высоты, максимальную точку в нашей траектории, как минимум 125 километров, 1000 километров. Давайте я немножечко ускорю процесс. Так, первые ускорители сдохли, отбрасываем их и включаем следующий двигатель. Так. Отлично. Полет нормальный. Ну, по-прежнему ждем максимальную отметку в 125 тысяч километров. Хотя, наверное, знаете, я оговорился. В принципе, 125 километров должно быть. Не 1000, конечно же, извините. Просто как-то глобально хочется все. Итак, циферка, вот она уже 125. Я спокойно сейчас останавливаю. Сделал даже с запасом, с небольшим. И теперь мы поговорим об отсроченных маневрах, пока наш корабль двигается сюда. Система была похоже сделана в Kerbal Space Program, но здесь, на мой взгляд, это сделано удобней. Смотрите, что мы делаем. Мы выбираем точку для маневра. Она у нас будет вот здесь. То есть незадолго до максимальной точки нашей траектории. Как только корабль до сюда долетит, сейчас он летит у нас просто по инерции. Вот так вот. Мы должны будем сделать маневр. Обычно это можно делать вручную, да, и мы просто начинаем разгоняться и выходить на стационарную стабильную орбиту. Но я решил использовать преимущество этой игры. И смотрите, вот здесь есть такая вот штуковина. Здесь можем
изменить вот такую вот, поставить PlayerCraft. Вот этот вот пунктик здесь, видите, можно переключать. Здесь мы выбираем Afterburn. Автоматическое горение будет. И дальше мы просто прокручиваем до вот этого прыжка. Сейчас я поставлю на паузу и вам покажу, какой же я маневр буду делать. Маневр точно так же выстраивается, как в Kerbal Space Program. Мы просто разгоняем наш корабль до нужной орбиты. Вот такая вот будет орбита. Вот я ее просто растянул, выбрав зелененькую кнопочку. Вот такая у нас будет орбита. Давайте чуть-чуть скорректируем. Поменьше чуть-чуть сделаем. Вот я думаю, так вот будет нормально. И все. Нажимаем еще разок, значит, Auto Burn. И мы видим, что до места прибытия до этой точки осталось считанные секунды. Горение 52 секунды будет. Это время, кстати говоря, вот эти 50 секунд можно пропустить, нажав прыжок до точки маневра. И все. Дальше мы просто ничего не делаем. Посмотрите, ракета сама сделает все сейчас за нас. Буквально через какие-то 30 секунд. Дайте я чуть-чуть ускорю время. Мы сейчас будем долетать до точки. Ну, видите, мы даже не успели чуть-чуть долететь до точки. Автоматически начался маневр. Я ничего не делал. Ракета сама выбрала нужное направление и начала выполнять маневр. Вот здесь мы видим процесс выполнения маневра. Ну, а увеличение траектории мы видим прямо сейчас то, что и происходит на ваших глазах. Видите, как только это случилось, автоматически система отключила подачу топлива. То есть это так, как в реальной жизни происходит управление ракетами. То есть назначается точка, назначается мощность двигателя, которую нужно включить, и время, сколько должен двигатель работать. Потому что в реальном времени управлять ракетами и спутниками на дальних расстояниях просто невозможно, поскольку сигналы, допустим, до того же Марса идут очень-очень долго. Там, я, честно скажу, не буду ручаться, но, по-моему, сигнал до Марса идет, по-моему, 8 минут, что ли, или 20 минут. Сейчас врать не буду. То есть в реальном времени управлять с кораблями, спутниками нельзя. Поэтому отправляется определенная задача, программа, которую нужно будет выполнить. И вот таким образом выполняется маневр. Дальше он уже выполняется полностью на автоматике. Что ж, давайте теперь выйдем на минимальную орбиту, там, где мы только что были. Вот здесь. Отлично, вот тут. Супер. Сейчас я RCS-ки отключу. Они нафиг не нужны сейчас. Теперь мы выбираем нашу Луну. Вот она. Выбираем ее как таргет. Вот здесь кнопочка такая, таргет есть. Возвращаемся к кораблю. И наша задача теперь выйти на... растянуть орбиту, нашу околоземную орбиту до орбиты, которая будет пересекаться с орбитой Луны. Для этого мне опять-таки можно использовать маневр. Выбираю маневр и просто растягиваю, увеличивая скорость. Вот такая будет орбита. Оп, кажется, я немножечко переборщил. Так, еще раз попробуем сделать маневр. Что-то у меня пошло не так, как говорится. Давайте я вот здесь сделаю маневр. Так, а вот этот что? Да, вот здесь сделаю маневр. Так. Растягиваем. Растягиваем. Еще растягиваем. Во. Вот здесь будет пересекаться орбита нашей ракеты и орбита Луны. Ну-ка, давайте посмотрим, будет ли пересекаться. Так, осторожненько, слишком много не нужно. Блин, здесь вот, к сожалению, очень резко меняется траектория.
Я думаю, этого будет вполне достаточно. Жмем. Жамкаем. Через 30 секунд автоматически ракета начнет выжигать топливо в нужном, причем, направлении. Мы можем сделать, попробовать сейчас варп сделать. Давайте посмотрим, получится сделать варп или нет. Нет, здесь, видимо, уже маленькие расстояния. Да. Началось выжигание. Мы видим. Наша текущая орбита начала увеличиваться до той орбиты, которую я запрограммировал в маневре. Сейчас у нас кончилось топливо. Я отстегиваю основную несущую ракету. Запускаю малый двигатель. На самой ракете. Ну, маневр 60 уже процентов выполняется. Можно чуть-чуть побыстрее его прокрутить время. И сейчас мы выйдем на орбиту пересечения с лунной. Двигатель почему-то вырубился раньше времени. Непонятно почему. Давайте тогда вручную уже это добью ее. Вот так. Смотрим. Да, пересечение с орбитой есть. Теперь наша задача просто дождаться, когда Луна будет в нужном месте. Мы будем кружить, по сути, на нашей орбите и ждать, когда рядышком окажется Луна. Все очень просто. Кружим, кружим, кружим. Ждем, когда зацепимся за Луну. Вот, это будет в следующий раз. Вот. Я чуть-чуть, по-моему, даже опоздал. Луна будет проходить очень близко. Соответственно, когда мы будем проходить по своей стандартной траектории. Вот это наша текущая траектория, которая у нас была до этого момента. Луна окажется здесь, и мы попадем под силы ее гравитации. Соответственно, когда это произойдет, мы будем уже пытаться каким-то образом выйти на ее орбиту. На орбиту Луны. Но это можем сделать и, кстати говоря, пораньше. Вот, например, где-нибудь вот здесь. Сделаем маневр. Давайте я попробую уменьшить этот угол. Вот этот вот угол, чтобы зайти как можно ближе к Луне заранее. Чем раньше мы делаем маневры, тем меньше на это требуется топлива. Давайте вот так вот я это сделаю. Во. Вот так. Отлично. Соответственно, это будет достаточно минимальное расстояние. Вот тут вот. И думаю, тут мы затормозим и выйдем на орбиту Луны, будем кружиться вокруг нее. Что ж, погнали. Жмем, как всегда, автоберн. Делаем прыжок. Варп до автоберна. Корабль разворачивается сам. Что-то он не хочет выжигать сам. Непонятно почему. Ну вот. Он это быстро очень как-то сделал. Видимо, ждал какого-то момента определенного. Все, он выполнил маневр очень быстро и оперативно. Теперь давайте мы быстренько, я пролистаю время, прокручу. Долетаем до точки входа на орбиту Луны. Но это не орбита еще Луны, да, мы просто попадаем в ее гравитационное поле. Итак, вот мы, значит, наша ракета. Где Луна? Вот Луна. Окей. Теперь наша задача подлететь как можно поближе. Это будет самая нижняя точка текущей нашей траектории. И как только мы здесь окажемся, мы будем тормозить. Мы будем тормозить, пока наша орбита не примет вот такую вот форму. Супер. Так и будет. Теперь, как всегда, ставим автоберн у нас включен. Ставим варп. И понеслась. Очень удобно. В Kerbal Space Program, по-моему, такого удобства не было. Конечно, там и варпы были. Автоберн там не было. Там нужно было вручную включать, насколько я в курсе. Ну, когда я, по крайней мере, играл. Так, мы почти долетели до нужной точки. Сейчас будет горение, выжигание топлива. Что-то оно на
На варпе горение не включилось почему-то. Очень жаль. Но это не важно. Мы все равно сейчас выйдем на нашу орбиту. И все будет все равно хорошо. Мы молодцы. Мы видим, как меняется траектория. Сейчас она замкнется. Все, это уже орбита Луны. Вот она становится все меньше и меньше и меньше. Мы тормозим. Сбавляем скорость. И поскольку я нахожусь сейчас, посмотрите, на темной стороне Луны. Вон там, где-то вдалеке. Солнце. Что-то оно как-то не очень ярко светит. Даже странно. Мне кажется, должно поярче как-то светить. Вот это наша Земля, вокруг которой мы крутимся. Мы должны приземлиться на светлой стороне Луны. Поэтому мне нужно будет поменять орбиту сейчас. Ну, вот, например, где-нибудь здесь. Точно так же будем тормозить. Уменьшать, 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 уменьшать. И я думаю, вот мы уменьшим нашу орбиту. Вот примерно вот до такой степени. Обратите внимание, что на Луне нету атмосферы. То есть пролетать мимо поверхности Луны можно практически на любой скорости. Главное не врезаться в саму поверхность. Ну, вот это достаточно маленькое расстояние. Мы видим всего лишь 9 километров от поверхности Луны будет проноситься наша ракета. Давайте так и сделаем. Значит, опять-таки включаем выжигание. Делаем варп до выжигания. Выжигаться сейчас будет у нас всего лишь 7 секунд. Вот автоматически включилось выжигание топлива в нужное направление. Видите, орбита уменьшается, уменьшается, и ровно когда нам нужно, выжигание прекращается. Прекрасно. Теперь мы долетаем до нужного момента. Мы будем как раз над поверхностью светлой стороны Луны. Для тех, кто вдруг не знает, Луна к Земле обращена всегда одной стороной. То есть мы всегда видим только ну, вот какую-то сторону. Я не знаю, где вот Земля. Вот там. Значит, вот так вот мы видим всегда Луну. Вот именно этой стороной. То есть обратная сторона Луны с Земли никогда не видна. Вот это довольно-таки необычная особенность. Ну, заодно, кроме просмотра моего канала, еще и будете иногда получать умную информацию и хвастаться ею. Что ж, теперь наша задача, смотрите, мы над поверхностью Луны, вот она уже, наша красавица. Наша задача теперь начать посадку. Делается это предельно просто. Я люблю это, конечно же, делать вручную. Здесь просто тонкие, скажем так, настройки, нюансы. Хотя ничего сложного нету. Ну, смотрите, мы двигаемся по орбите с определенной скоростью. Чтобы нам на скорости не вмазаться просто в поверхность Луны, нам нужно всего лишь затормозить. При этом можно даже особо не париться по поводу того, что мы будем снижаться. На Луне небольшая гравитация, и проблем с этим не будет. Поэтому мы ставим нос нашей ракеты в 0 градусов относительно орбиты. Включаем RCS-ки и вот маневровыми двигателями сейчас ракета установится как положено. То есть в данный момент ракета находится попой, скажем так, своим соплом к тому месту, где, точнее не к месту, а к вектору, к обратному вектору, скажем так, движения нашего. То есть мы сейчас будем просто тормозить, не пытаясь сопротивляться гравитации, просто торможение по скорости. Что я сейчас и делаю? Врубаю двигатель на полную мощность, и мы видим, что при всем при этом у нас скорость относительно поверхности Луны начинает сильно падать. Давайте чутку прибавлю скорость игры, чтобы это побыстрее произошло. Мы начинаем просто тормозить. При этом падение мы не пытаемся упредить каким-то образом. То есть сейчас, конечно же, гравитация начнет брать свое, и мы начнем падать на Луну. Ну вот мы видим, что скорость относительно орбиты 135 метров в секунду.
Прекрасный способ это понять. Вот эти вертикальные стрелочки, зеленые. Это означает, что я даже чуть-чуть, по-моему, переборщил. Я начал обратно теперь лететь. В обратную сторону, откуда вернулся. Однако нас уже это не волнует. Мы теперь должны принять вертикальное положение и быть готовым начать постепенно, скажем так, сопротивление падению. Чем мы сейчас будем потихонечку заниматься. В принципе, текущая скорость падения 200 метров в секунду совершенно небольшая. Мы это сможем вполне предотвратить. Так, сейчас я выберу вертикальное, строго вертикальное положение. Давайте я начинаю включать двигатели для этого. Постепенно начинаем тормозить. Высота над поверхностью 15 километров. Мы начинаем падать. Чем ближе мы будем находиться к поверхности Луны, тем я буду сильнее тормозить. Уже 12 километров. 10 тысяч. Самолетная высота. Я все еще успеваю и не парюсь. Вот теперь начинаю уже чуть-чуть париться. И давайте я пока подготовлю посадочные ножки, опоры. Вот так вот. Так, видите, скорость сбилась до 50 метров в секунду. Мы абсолютно нормально, спокойно прилуняемся. Опоры стоят, супер. Под нами еще 6000 метров. Уже 5,5. Давайте прибавлю чуть-чуть скорость игры. Так. Мы находимся в каком-то кратере, я так понимаю. Или это какая-то равнина, не знаю, что это такое. О, нормально. 20 метров в секунду. Так, поверхность уже очень близко. Обратите внимание, что я сейчас зафиксировал положение ракеты. Во. 6 метров в секунду, 2 метра в секунду. И очень медленно садимся на поверхность Луны. Опа! РСС-ки корректируют все равно направление ракеты. Боковые маневровые двигатели, вот эти, видите, пышут которые. Все, их можно отключать. Друзья, поздравляю. Командир ракеты благодарит вас за выбор Tetra Air Rocket. Можете привести спинки сиденья в вертикальное положение. Теперь мы откроем вот такую вот штукенцию, которую я привез на Луну. Так. Это грузовой отсек, он очень маленький. В игре особо нечего просто возить, ничего такого нету. Выберем сейчас вот эту вот штукенцию. Так. Так, слайд 2, наверное. Выдвигаем ее. Смотрите, какая штука. Круто я придумал. Ее можно даже теперь развернуть как-нибудь, как я захочу. И после этого раскрыть солнечные панели. Вот так вот. Теперь наш модуль, мало того, что имеет здесь топливо для маневровых двигателей, вот в этой части. Общее горючее я сэкономил вот у этой ракеты 30%. У меня еще в запасе есть. Я, в принципе, с этим горючим могу снова выйти на орбиту Луны и продолжать вокруг нее летать. Насчет возвращения на Землю я не знаю точно.
Ну вот, друзья, я надеюсь, что вам было интересно смотреть это видео. Я старался. Так. Эй, куда сложилось? Ну-ка. Давай-ка обратно. Во, вот так. Крутяк. Крутяк. Классно. Вот, друзья, я благодарю вас за просмотр видео. С вас, конечно же, лайкосики. Комментарии по поводу этой игры. Если вам понравилось смотреть, как я выстраиваю маршруты, как я захожу на орбиты, прилуняюсь и вообще что-то такое делаю, напишите мне в комментариях. Всем огромное спасибо за просмотр. Смотрите на Луну и Tetra Games. Пока-пока.